Какой автомобиль из гаража Клинта Иствуда может развить большую скорость за пару секунд? Почему Ferrari Berlinetta Boxer получил такое название? Какой автомобиль всего за один фильм влюбил в себя Клинта Иствуда и еще миллионы других автолюбителей? Ответы на все эти вопросы вы узнаете в моем видео. Сегодня я расскажу вам об автомобилях, которые когда-то покорили сердце Клинта Иствуда. Ставьте на дворе начало 90-х, а вы успешный американец. И вы купили себе спорткар вроде Chevrolet Corvette или среднемоторную итальянскую Ferrari. И вот вы, быстрый, стремительный и шикарный, остановились на светофоре, а рядом с вами стоит самый обычный пикап. Водитель пикапа вызывает вас на дуэль, чтобы выяснить, кто быстрее. Но вам-то известно, кто здесь самый быстрый, и вы соглашаетесь. Вот-вот гонка начнется, моторы уже взревели, светофор дает сигнал к старту. И вдруг ваш противник не срывается, а просто исчезает с места, оставляя за собой лишь пыль. Что вы теперь думаете по поводу грузовиков? Никому точно не известно, скольким обладателям скоростных машин после таких унизительных гонок пришлось обращаться за психологической помощью, но их наверняка было немало. Ведь этот пикап был вовсе не фантазией безумного тюнера-одиночки, а серийным заводским продуктом. Тут важно понимать, что дело было в те времена, когда даже обычных кроссоверов не существовало. Спорткары были отдельно, легковые автомобили отдельно, а внедорожники оставались антонимом самого понятия скорости. И все это от Typhoon GMC. Этот автомобиль можно считать дедушкой всех современных суперкроссоверов. Для тех времен его характеристики были просто невероятны. 280 лошадиных сил, 475 ньютон-метров тяги, которые через четырехступенчатый корветовский автомат уходили на обе ведущие оси. Именно благодаря полному приводу Typhoon и получил такую сенсационную динамику. В паспорте было написано невероятное. За 4,7 секунды автомобиль разгонялся до 60 миль в час. Помимо этого, Typhoon мог преодолевать четверть мили за 13,7 секунды. Реальные замеры издания Car and Driver немного отличались. 5,3 секунды и 14,1 секунды соответственно. Но это было все равно быстрее, чем у Ferrari 348 TS, которую тогда сравнивали с Тайфуном, не забыв обратить внимание на огромную разницу в цене. Итальянский спорткар стоил 122 тысячи долларов, а американский пикап всего 29 тысяч долларов. И при этом Тайфун набирал скорость в разы быстрее Ferrari. Клинт Иствуд на одном из интервью упоминал, что до сих пор ездит на Тайфуне, и это неудивительно. Даже в современных реалиях автомобиль выглядит отлично и может многих впечатлить. Пусть и не скоростью, но феноменальным стартом с места. Сейчас цена Тайфуна превышает 170 тысяч долларов. Несмотря на то, что в свое время этот автомобиль не сыскал большой популярности и был снят с производства через год после выпуска первой модели. Долго не желал запускать в производство автомобиль с центральным расположением двигателя, полагая, что он будет слишком сложным в управлении для неопытных водителей. Только убедившись в безопасности и эффективности этой компоновки на примере шестицилиндровых спорткаров Dino, он согласился на разработку 12-цилиндровой машины аналогичной конструкции. Так на свет появился Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer. Работа двигателя этого автомобиля напоминала поединок двух боксеров, оттуда и пошло название. Мощность Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer составляла 380 лошадиных сил, а тяга достигала 480 ньютон-метров. Кроме того, плоский мотор обеспечивал машине низкий центр тяжести и позволял разместить пятиступенчатую механическую коробку передач под ним в одном блоке с ведущим задним мостом. Черные коробки воздушных фильтров выступали над крышкой моторного отсека. Ferrari Berlinetta Boxer заложила основу фирменного стиля на 2 десятилетия вперед. Похожая на струны скрипки алюминиевая решетка радиатора была встроена в передний бампер и скрывала за собой прямоугольные огни дальнего света. Всплывающие двойные круглые фары находились выше янтарных поворотников на одном уровне с серебристой вентиляционной решеткой. А на задней панели в один ряд были расположены 3 круглых фонаря с каждой стороны. Ferrari Berlinetta Boxer поступила в продажу только в 1973. Был признана самым быстрым автомобилем в мире в тот период, через 2 года после своего дебюта. Это время было потрачено на испытания и доработку конструкции, но изначальные недостатки исправить так и не удалось. В конечном итоге, в период с 1973 года по 1976 было выпущено всего 378 единиц Ferrari Berlinetta Boxer, в том числе 88 с правым рулем. Считается, что Ferrari Berlinetta Boxer был куплен для Клинта Иствуда в качестве подарка итальянским продюсером Дино де Лаурентисом после съемок в фильме «Ведьмы». Удивительно, но Иствуд быстро стал автомехаником после того, как решил, что ему не нравится крыша. Актер снял ее в 1978 году и хранил в новом состоянии до продажи примерно в 80. Сейчас цена Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer достигает 400 тысяч долларов. Торино 1972 года окончательно утратил связь
связь с гоночным прошлым, но взамен приобрел комфорт, управляемость, безопасность и тишину. Эти характеристики были свойственны автомобилям более высокого класса. Он остался единственной среднеразмерной моделью Ford и был доступен в трех сериях — базовый, Gran Torino и Gran Torino Sport. Наиболее эффектно выглядел именно Gran Torino Sport, показанный в фильме Клинта Иствуда Gran Torino 2008 года выпуска. Продажи Торино в 1972 году составили 496 645 единиц, впервые превысив аналогичные показатели для Chevrolet Chevelle. А благодаря фильму Gran Torino Sport вернул себе былую популярность. И именно после съемок в фильме Клинт Иствуд купил себе Gran Torino Sport. Ford Torino сохранил форму кузова, но стал больше по габаритам и тяжелее. Внешне Gran Torino Sport было трудно спутать с другим автомобилем. В те времена проводилось четкое разграничение между базовым Torino и Gran Torino. Первый имел прямоугольную решетку радиатора на всю ширину кузова. Второй радикально отличался от всех ранее выпущенных Ford. Запоминающимися являлись огромный капот и маленькая задняя часть. Машина напоминает классическую бутылку Coca-Cola в профиль. Яркой чертой стало хромирование передних и задних фар. Последние были объединены в единую линию, что в сочетании с покатой крышей выглядело довольно стильно. Впервые был использован и овальный радиатор с двумя декоративными зубами снизу. По задумке создателей, это похоже на челюсть касатки. Своеобразный вызов, отголосок бунтарских 60-х. Задняя подвеска была приподнята по той же причине. Всего было 9 модификаций. Главными модификациями являлись крыша, которая не имела поддержки в салоне, и четырехдверный седан. Длина автомобиля составляла 16 футов, а салона 10 футов. Это было характерно для обычного американского автомобиля. Приборная панель была оснащена всем необходимым, начиная со спидометра и заканчивая часами и датчиком температуры. Максимальная мощность двигателя автомобиля составляет 280 лошадиных сил. Крутящий момент превышает 400 ньютон-метров. Разгон до 60 миль в час за 7,3 секунды. Цена Gran Torino Sport составляет $100 тысяч. Среди южноамериканских индейцев периода конкисты была распространена легенда о золотом городе Эльдорадо, что в переводе с испанского «позолочь». Этот город располагался где-то в снежных Андах. По легенде, там проводилась торжественная церемония, в процессе которой вождя покрывали с головы до ног золотой пылью, а после этого его погружали в озеро, где хранились несметные богатства. Все это вдохновляло испанцев на многочисленные экспедиции, но таинственного города или сокровища из легенд никому найти так и не удалось. С тех пор слово «Эльдорадо» стало символом богатой и роскошной жизни. Именно поэтому в 1953 компания Cadillac выбрала его для названия своей самой дорогой модели. Первый Cadillac Eldorado действительно был позолочен. Этот автомобиль стоил $7750, что почти в 2 раза дороже обычного кабриолета Series 62 и в 5 раз дороже базового купе Chevrolet. Созданный великим Харли Эрлом, Cadillac Eldorado выпуска 50-х годов вошел в историю как один из первых дрим-каров, доступных в свободной продаже. Сегодня, как и в былые времена, этот автомобиль ценится намного выше своих преемников, так как первый год было произведено всего 532 экземпляра. Машина была укомплектована независимой передней подвеской на пружинах и ведущим задним мостом на листовых рессорах. Гидравлические барабанные тормоза были на всех колесах. Помимо этого присутствовала четырехступенчатая автоматическая коробка передач Hydra-Matic. Также в список стандартного оборудования входили электрические стеклоподъемники и усилитель руля. Новшество для Cadillac. А еще мягкая крыша с гидравлическим приводом, складывающаяся под металлическую панель. Это добавляло более 220 фунтов лишнего веса, что сильно отражалось на динамике и расходе топлива. Cadillac Eldorado Convertible поражал своим роскошным дизайном и рекламировался как самый захватывающий автомобиль из всех когда-либо созданных. Как и у Series 62, во внешнем оформлении использовалось довольно много хрома. Сильно выделялись внушительные бамперы с прикрепленными сверху длинными пулями Dagmar. Отличительными особенностями Eldorado были срезанные верхние линии дверей, панорамное лобовое стекло и спецованные колеса с белыми ободами шин. Максимальная мощность двигателя автомобиля достигала 300 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент — 447 ньютон-метров. Цена Cadillac Eldorado превышает $150 тысяч. И Клинт Иствуд является счастливым обладателем данного автомобиля. Первым, кто разглядел в Мини огромный спортивный потенциал, стал Джон Купер, владелец фирмы Cooper Car и создатель болидов для Формулы-1. Он испытал ходовые качества малолитражки и обратился к своему другу Алику Исигонису с предложением превратить ее в гоночный автомобиль. Сначала Исигонис был настроен скептически и не соглашался, но Купер убедил его в перспективности проекта. И уже в 1961 был представлен результат их сотрудничества. Мини Купер. Автомобиль прежде всего отличался хорошей управляемостью, маневренностью и устойчивостью на любой дороге. Эти характеристики улучшали передние дисковые тормоза и коробка передач с измененным передаточным отношением. Конструкторы Мини Купер создавали его для участия в ралли, а для соответствия требованиям и стандартам необходимо было выпустить не менее
тысячи единиц этой модели. Несмотря на цену от 569 фунтов, спрос на эти машины превзошел все ожидания. За 10 лет компания продала около 135 тысяч мини-купер всех модификаций. Серийное производство прекратилось в 1971 появлением обновленной версии Mini 1275 GT. Тем не менее, в Испании и Италии классический Купер продолжили изготавливать фирмы Authy и Innocenti. Благодаря своей прекрасной управляемости и компактным размерам Mini Купер идеально проходил повороты, что делало его непобедимым в раллийных и кольцевых гонках. Для соревнований автомобиль был укомплектован вторым топливным баком и вакуумным усилителем тормозов. Также дополнительными фарами вместе с фарой-искателем на крыше и каркасом безопасности в салоне. Первые победы в ралли на Мини одержали женщины. Патриция Азан в ралли в Женеве 1960, а затем Пэт Мосс и Энн Виздом в женском ралли Монте-Карло 1962. Самые известные достижения Мини Купер — первые места в ралли Монте-Карло в 1964, 1965 и 1967 годах. Эти победы достались Падди Хопкирку, Тиму Маккинену и Рауну Аалтонену соответственно. При этом максимальная мощность двигателя автомобиля составляла 75 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент 107 ньютон-метров. Скорость Morris Minor Cooper S был равна 99 миль в час. После всего услышанного об этом маленьком гонщике, думаю, вы не находите ничего удивительного в том, что у Клинта Иствуда было несколько таких автомобилей. Цена одного Morris Minor Cooper S 30 тысяч долларов, потому что в свое время было выпущено более 5 миллионов таких автомобилей. В начале 30-х годов среди американских производителей люксовых автомобилей пошла мода на многоцилиндровые двигатели. В ответ на модели Cadillac V16 и F12 в 1932 году компания Lincoln запустила отдельную серию. Автомобили этой серии были оснащены 7,3-литровым нижнеклапанным мотором LHEAD V 12 мощностью 150 лошадиных сил. Автомобиль со старым двигателем VA-8, мощность которого увеличили до 125 лошадиных сил, теперь назывался Lincoln KA и имел короткую колесную базу в 136-дюймовую. Обе серии в этом году получили более округлую решетку радиатора и 18-дюймовые спицованные колеса. Помимо этого, усилитель тормозов Bendix Duo Servo, вентиляционные дверцы на боковинах капота вместо решеток и габаритные огни на передних крыльях. Кузова фирменного дизайна 7 типов были изготовлены фирмой Marray для обеих моделей. Чаще всего Lincoln KA имел черные крылья и красный значок на решетке радиатора, тогда как Lincoln KB окрашивался в два тона одного цвета и имел синий значок. Семиместный седан Lincoln KA стоил $3200, а стоимость Lincoln KB уже менялась в пределах от $4300 до $7200 в зависимости от кузова. Кузовные фирмы предлагали 24 различных стиля, причем каждое ателье обычно специализировалось на своем типе кузова. Брун производил кабриолеты, Виллоби — лимузины, Дитрих — купе и четырехдверные кабриолеты, Джуткинс — седаны и купе, Мерфи — фаэтоны и родстеры. Продажи Lincoln в 1932 году составили 3406 автомобилей, из них 1765 серии КА и 1641 серии KB. Почти 19% годового объема выпуска, то есть 400 автомобилей, были закуплены Советским Союзом для обслуживания чиновников и иностранных туристов. Максимальный крутящий момент этого автомобиля составляет 396 ньютон-метров. Цена Lincoln K-Series превышает $100 000. И такой раритетный автомобиль есть у ценителя скорости Клинта Иствуда. После того, как произошел успешный запуск родстера Jaguar XK 120 в 1948, большинство британских производителей захотели повторить такой успех. Многие компании начали с собственных автомобилей этого класса. Это было необходимо для выхода на американский рынок, где пользовались спросом спортивные автомобили из Европы. Компания Austin предложила кабриолет E90 Atlantic, но он оказался слишком дорогим и имел малую мощность, поэтому продавался плохо. В то же время Дональд Хилли искал замену устаревшему двигателю Райли, который устанавливался на его спорткары с 1946 года. Гонщик решил построить на шасси Austin A90 прототип новой модели, чтобы потом продемонстрировать его руководству Austin. В 1952 он представил родстер под названием Хилли 100 на лондонском автосалоне, где 100 означало максимальную скорость 100 миль в час. Данный автомобиль мгновенно стал сенсацией и произвела невероятное впечатление на председателя новообразованной корпорации British Motor Corporation Леонарда Лорда. Вместо поставки готовых шасси Хилли получил предложение наладить производство автомобилей на заводе Austin в Лонгбридже. В результате этого соглашения образовалась знаменитая марка Austin Хилли. Основой автомобиля служила стальная лестничная рама с продольными элементами замкнутого прямоугольного сечения. Передняя подвеска была независимой
передней на винтовых пружинах и поперечных рычагах, а задняя представляла собой жесткую ось на полуэллиптических рессорах. Машина комплектовалась спецованными колесами и гидравлическими барабанными тормозами Герлинг спереди и сзади. В общем, ходовую часть автомобиль унаследовал у Austin A90. Рядный четырехцилиндровый двигатель Austin развивал мощность 90 лошадиных сил. Этого хватало, чтобы разогнать почти 2000-фунтовый родстер до 105 миль в час. Трансмиссия на Austin Healey 100 была немного модифицирована. Четырехступенчатая механическая коробка передач превратилась в трехступенчатую, но овердрайвы на второй и третьей скоростях делали ее фактически пятиступенчатой. Стальной двухместный кузов с открытым верхом изготавливала фирма Jensen. Он имел низкий дорожный просвет и выступающие задние крылья, а также складывающееся ветровое стекло и решетку радиатора в форме ромба с вертикальными прутьями. Мягкую крышу поднималась вручную. Для этого были нужны два человека, и занимало это не менее 10 минут. По заказу автомобиль оборудовался съемным жестким верхом. Остин Хилли продавался очень хорошо. Всего с 1953 по 1956 было произведено более 14,5 тысяч единиц серии 100. Последние модели спортивных автомобилей Остин приобрели культовый статус в 50, когда Клинт Иствуд и Стив Маккуин приобрели по одной такой модели. Цена такого автомобиля сейчас составляет более 150 тысяч долларов. Сегодня я рассказал вам лишь о некоторых автомобилях из коллекции Клинта Иствуда. В его гараже хранится еще множество быстрых и раритетных автомобилей. И каждый из них — это не просто средство передвижения, а целая эпоха, отражающая дух времени и достижения инжиниринга. Не забывайте подписываться на наш канал и оставлять комментарии. Увидимся в следующем выпуске.